Сегодня мы сделаем необычный стол. Для этого нам понадобится ведро эпоксидки и сухой корень. Пару простых движений, и мы имеем вот такой результат. А также в конце ролика мы разыграем крутой аккумуляторный инструмент. Приятного просмотра. На этот раз в качестве главного героя выступает этот сухой корень груши. Давно у меня была идея залить корень в эпоксидку, но такого материала очень мало в свободном доступе, особенно сухого. В итоге я купил его и еще несколько месяцев досушивал, и уже сейчас он стоит на пилораме. Сперва равняем верхнюю часть, которая в итоге станет нижней. Мы решили резать ее именно в этом месте, для того чтобы площадь опоры была больше и стол стоял более устойчиво. Следующим этапом переворачиваем и ставим на уже ровную поверхность. Отталкиваясь от нее, снимаем небольшой слой сверху, уже лицевой стороны. В итоге, как мы ни пытались вычистить его от песка, у нас так и не получилось. В множестве трещин и переплетений все равно осталась куча песка, которая искрит и безжалостно убивает ленту. В принципе, это уже практически готовый стол, но на такую столешницу особо ничего не поставишь. Этим вопросом мы и займемся. На полировочную машинку ставим абразивный круг для броширования и приводим корень в надлежащий вид. Стоит сказать, что эту идею я подсмотрел у Майкла Томпсона и Татьяны Хиндер из Ванкувера. Именно у них я впервые увидел стол в таком исполнении. И как только в руки мне попал сухой подходящий пень, я взялся за работу. Следующим стал вопрос, какой же формы должна быть столешница. Идеально по габаритам вписывался квадрат, но как по мне это не лучший вариант. И я остановился вот на такой форме. По сути это раздутый треугольник. И для того чтобы грамотно расположить корень в опалубке, сперва делаем трафарет из картона и прикидываем по месту. В целом вписывается хорошо, остается только отметить выступающие части и отрезать их. И когда мы уже полностью уверены в форме, на ЧПУ готовим основную опалубку. Делаем ее точно такой же формы, как и трафарет, из ненужного обрезка ЛДСП, который лучше проклеить скотчем, поскольку смола отходит от скотча гарантированно хорошо. Бортики также делаем из обрезков, но на этот раз из обрезков ламели. Их мы напилили в одном из предыдущих роликов, когда делали светильник. На калибровально-шлифовальном станке задаем им одинаковую толщину, но делается это только для того, чтобы сделать их тоньше и более эластичными. В итоге мы имеем 3 ламели для 3 сторон нашего треугольника, которые точно так же проклеиваются скотчем. Теперь, не жалея герметика, можно собирать конструкцию. В последнее время я активно начал использовать пневматический скобозабивной пистолет, и скажу вам, что он очень облегчает жизнь. Теперь, когда опалубка готова, можно разводить состав. Для этих целей я решил использовать Crystal Epoxy от Artline, поскольку слой совсем небольшой, немного больше сантиметра. Тут у нас тоже возник небольшой спор, так как в моем понимании столешница должна быть тонкой, но не все были согласны. Поэтому я всех внимательно выслушал и сделал по-своему. Обязательно напишите ваше мнение по поводу толщины столешницы. В итоге я замешал 10 литров и хорошенько подкрасил их белым красителем. Ссылки на все инструменты и материалы, как всегда, есть в описании ролика, а затем льем как из ведра. И наконец ключевой момент всей операции. Опускаем корень в эпоксидку. На самом деле очень ответственный момент. Всегда есть опасение, что опалубка даст течь и смола окажется на полу. Именно поэтому я всегда так подозрительно обхожу опалубку. На этот раз пронесло. Через 2 дня разбираем опалубку. Осталось отшлифовать ее и покрыть лаком. Тут, наверное, у вас уже стал появляться вопрос, а почему, собственно, работает только Андрей? На самом деле, я тоже работаю, и параллельно мы доводим финальные штрихи в мастерской и заканчиваем ремонт. Ну и, конечно, какой же ремонт без перфоратора? В итоге, на замену старому перфоратору, который совсем немного не дожил до окончания ремонта, я выбрал вот такой аккумуляторный перфоратор с бесщеточным двигателем от Elitech. Очень удобная штука. Можно работать где угодно, и вам не помешают провода. От себя рекомендую ознакомиться с
брендом Elitech. Это российский производитель надежного и доступного по стоимости инструмента. На рынке он уже 12 лет. В общем, это отличный выбор по соотношению цены и качества. А этот перфоратор я купил в магазине 220volt.ru. Если вы вдруг еще не в курсе, это один из крупнейших интернет-магазинов инструментов в России. Там огромный выбор электрических, бензиновых и ручных инструментов, садовой и силовой техники. И даже настольные игры есть. Действительно толковый магазин, ассортимент постоянно расширяется. Там вы без проблем найдете практически любые инструменты. И доставка быстрая. По Москве и Питеру в день заказа привезут. Так что заглядывайте и выбирайте, что душе угодно. Ссылку на магазин 220volt.ru оставлю в описании. Перейдя по ней и используя мой промокод, вы сможете приобрести инструменты Elitech со скидкой 10%. Но и это еще не все. Мы хотим разыграть этот новенький перфоратор среди вас. Условие розыгрыша предельно простое. Нужно написать комментарий под этим видео, поставить хэштег 220volt и объяснить, почему он нужен именно вам. Итоги подведем 16 января, а мы продолжаем. Когда все равномерно отшлифовано, покрываем лаком. На этот раз матовым лаком. Сам корень пропитываем универсальным маслом, и именно теперь проявляется вся красота дерева. Жду ваше мнение в комментариях, а также для участия в розыгрыше. Спасибо за просмотр и добра от топора!